Друзья, всем добрый день! Меня зовут Лариса, и я рада приветствовать вас на своем канале «Вяжите со мной». Сегодня я хочу предложить вам связать вместе со мной вот эту вот простую базовую шапочку. Шапочка вяжется буквально за 1-2 вечера. Вы свяжете ее очень быстро. Вяжется она резинкой 1 на 1, то есть одна лицевая, одна изнаночная. Вязать мы с вами шапку начнем снизу. Сначала наберем достаточное количество петель, сколько я скажу немножко позже. И затем будем вязать единым полотном на круговых спицах нужную длину шапки. Затем мы с вами сделаем убавление. Убавление у нас будет состоять всего из 3 рядов. Шапку носить можно как с одним отворотом, сделав его вот таким вот широким, или в прохладную погоду можно сделать 2 отворота, и тогда у вас ваши ушки будут всегда в тепле. Вязать шапку я буду из пряжи пух норки. Я беру вот такой вот молочный цвет. Вязать я буду в 2 нити. Основная нить у меня 2 нити и 1 нить дополнительная. Вот эта дополнительная нить, она всегда идет в комплекте к пряже пух норка. Вязать я буду на размер 55-57. Для этого я беру вот такие вот спицы. Они длиной у меня 45 сантиметров. Такие вот небольшие круговые спицы, как раз для вязания шапки. Хочу сказать, что если вы будете вязать другого размера, то вам нужно будет набрать на размер 50-53 96 петель. Для размера 54-56 100 петель. Я буду вязать на размер 55-57. Буду набирать 104 петель. Для размера 58-60 вам достаточно 108 петель плюс 1 петля для замыкания в круг. Итак, начинаем вязать. Я буду вязать на размер 55-57, поэтому я буду набирать 104 петли и плюс 1 петля для замыкания в круг. Берем 2 нитки основной нити с 2 моточков и 1 нить с дополнительной катушки. И набираем 104 петли. Плюс 1 петля для замыкания в круг. Набирать я буду обычным способом. Набирать буду на 1 спицу. Так, набираем 104 петли и плюс 1 петля. Я забыла сказать, что размер спиц у меня 4,5 миллиметра. Если вы вяжете свободно, то для шапки, для вязания этой шапки можно взять спицы размер 4 миллиметра. Итак, я набрала на спицы 4,5 миллиметров 104 петли плюс 1 петелька для замыкания петель в круг. Теперь нам нужно все петельки выровнять, чтобы они у нас на спице вот так вот ровненько лежали, не были перекрученными. Теперь нам нужно с вами соединить все петельки в круг, потому что вязать мы шапочку будем по кругу. Для этого снимаем первую петельку с левой спицы и перекидываем ее на правую спицу. Затем вот эта вторая петелька, которая у нас была первой петлей на правой спице, мы ее снимаем левой спицы и продеваем ее сквозь первую снятую петлю и протягиваем. Затем кончики ниток подтянем. Здесь у нас будет начало ряда. С вами ставим маркер
И теперь приступаем вязать. Вязать мы шапку с вами будем резинкой 1 на 1, то есть 1 лицевая, 1 изнаночная. Первая петелька лицевая, следующая изнаночная. Первый ряд всегда вяжется туговато, но затем петельки будут вязаться свободнее. Изнаночная, лицевая, изнаночная. Итак, довязываем с вами до конца ряда и затем продолжаем вязать высоту шапки той длины, которая вам нужна. Я буду вязать 35-40 сантиметров. Чтобы у вас резинка 1 на 1 получилась красивой, одинаковой с обеих сторон. Вот посмотрите, здесь у меня вот лицевая сторона, а здесь вот изнаночная сторона. Видите, резинка у меня получается одинаковая. Чтобы она получилась вот такая красивая одинаковая резинка, я вяжу изнаночную петельку за заднюю стенку. Лицевая петля за переднюю стенку, а изнаночную петельку я вяжу за заднюю стенку. Лицевая, и вот таким образом вяжу изнаночную петельку. Итак, вот я довязала нужную мне высоту. Так, сейчас я смерю, сколько у меня получилось. У меня получилось 38 сантиметров. После того, как мы провязали необходимую высоту шапки, приступаем закрывать макушку. Закрытие петель у нас будет состоять из 3 рядов. Первый ряд. Здесь сначала нам необходимо сместить начало ряда на 1 петельку вправо, чтобы наш ряд начинался не с лицевой петли, а с изнаночной. Для этого снимаем маркер и переснимаем изнаночную петельку с правой спицы, переснимаем ее на левую спицу и одеваем назад маркер. Теперь приступаем убавлять. Теперь у нас ряд с вами будет начинаться с изнаночной петельки. Провязываем изнаночную петельку и лицевую, провязываем эти 2 петли вместе с наклоном вправо, провязываем их лицевой петлей. Изнаночная и лицевая, провязываем вот эти 2 петельки вместе лицевой с наклоном вправо. И так вот по 2 петли провязываем 2 вместе до конца ряда. Это первый ряд убавки. Если у вас лицевая петля лежит не так, как у меня, а вот таким образом, то вам нужно ее сначала развернуть, а затем провязать 2 вместе изнаночную и лицевую, провязать 2 вместе с наклоном вправо. Второй ряд убавки. Мы будем вязать 2 вместе лицевой с наклоном вправо, затем 1 лицевая, 2 вместе лицевой, 1 лицевая. Так как у нас количество петель теперь с каждым рядом будет уменьшаться, я вместо вот этих вот спиц круговых, которыми я вязала основное полотно шапки, я беру спицы на длинной леске такого же размера 4,5 мм. Или можно взять простые чулочные спицы, тоже того же размера, которым вы вязали шапку. Итак, второй ряд. 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 1 лицевая, 2 вместе лицевой, 1 лицевая. И вот таким образом довязываем до конца ряда. Третий ряд убавки. Мы будем вязать по 2 петли вместе лицевой. Если вы вяжете вот на таких же спицах, как я, с длинной леской, для удобства леску можно с 2 сторон вот так вытянуть, и вам будет удобно
вязать небольшое количество петель. Итак, последний ряд убавки, маркер можно убрать. Мы делаем убавку по 2 петли вместе. Провязываем 2 петли вместе лицевой. Итак, вяжем до конца ряда. В конце ряда у вас останется одна петелька после того, как вы провяжете по 2 вместе лицевой. Вы ее просто провязываете лицевой петлей. У меня на спицах остается сейчас 18 петель. Я беру ножницы, отрезаю нитку примерно сантиметров 15-20. Беру иголку и переснимаю все петли на иголку. После того, как мы переснимем все петли, мы петельки затягиваем. И делаем здесь вот один стежок и выводим иголочку на изнаночную сторону шапки. На изнаночной стороне мы с вами нитку закрепляем. И прячем кончики нитки. И вот такая шапочка у нас с вами получилась. Вот так вот выглядит макушка. Носить эту шапку можно как с одним отворотом. Тогда у вас высота шапки будет выше, макушка будет выше. При холодной погоде вы можете сделать 2 отворота и носить шапку вот таким с двойным отворотом. Друзья, если вам понравилась вот эта шапочка, понравился мой мастер-класс, ставьте, пожалуйста, лайки, подписывайтесь на мой канал, вяжите по моим мастер-классам, вяжите со мной. До новых встреч!